Привет! Сегодня мы разбираем что-то действительно захватывающее. Как когнитивная психология, то есть наука о том, как мы думаем, пересекается с агентурной разведкой, или HUMINT. Посмотрим, как понимание работы нашей памяти буквально меняет правила игры в одной из самых закрытых профессий в мире. И вот с чего стоит начать, это, пожалуй, главная мысль всего нашего разбора. Человеческая память — это совсем не видеокамера, которая беспристрастно записывает прошлое. Но если это не камера, то что же это тогда такое? И самое главное, как с этим работать, когда от точности одного единственного воспоминания могут зависеть жизни людей и даже безопасность государств? Итак, первый раздел. Здесь мы и попробуем разобраться, почему же наша память — это такой ненадежный свидетель, и почему осознавать это абсолютно критично в сферах с такими высокими ставками, как агентурная разведка. И вот в этом-то и заключается главный парадокс. Вся работа спецслужб строится на информации от людей, но сам этот инструмент, человеческая память, по своей сути, очень несовершенен. Это постоянный огромный риск, с которым им приходится как-то мириться и работать. Хорошо, чтобы понять, где именно память нас подводит, нужно для начала посмотреть, а как она вообще устроена. Давайте, так скажем, заглянем под капот нашего сознания и обратимся к азам когнитивной науки. И вот перед нами модель Аткинсона-Шифрина. По сути, это такая фундаментальная классическая схема работы нашей памяти. Ее предложили еще в далеком 1968 году, и, конечно, с тех пор наука шагнула далеко вперед, но эта модель до сих пор остается отличной базой для понимания основ. Итак, как это работает? Все начинается с сенсорной памяти. Это буквально мимолетное впечатление, которое живет пару секунд. Затем что-то из этого, самое важное, попадает в кратковременную память, наш рабочий стол. И только то, что мозг посчитает действительно ценным, кодируется и уходит в долговременный архив. И вот этот момент, этот переход, он, пожалуй, самый уязвимый. Окей, с тем, как память должна работать в идеале, мы разобрались, а теперь давайте познакомимся, так сказать, с главными злодеями в этой истории — когнитивными искажениями. Это такие системные сбои в мышлении, которые искажают наши воспоминания еще в момент их формирования. Так в чем же главные слепые зоны нашего разума? Можно сказать, это такие программные баги в нашей ментальной операционной системе. Они срабатывают автоматически, без нашего ведома, и здорово искажают картину реальности. Вот эта фраза. Кажется, кто-то мне говорил. Ну кто из нас ее не произносил? А ведь это идеальная иллюстрация одного из таких искажений — путаницы в источниках. Мы отлично помним сам факт, но напрочь забываем, откуда мы его узнали. Из надежного отчета или просто услышали в каких-то слухах. И это лишь одна из множества ловушек. И вот посмотрите на эти 4 искажения. Каждая из них — это просто мина замедленного действия для любого расследования. Предвзятость подтверждения заставляет нас буквально искать то, что укладывается в нашу теорию, и игнорировать все остальное. Ложная память, да ее можно создать всего одним неаккуратным наводящим вопросом. Путаница в источниках, о которой мы говорили, придает весь слухам, но эффект «я так и знал» заставляет нас верить, будто мы все предвидели, хотя это, конечно, не так. Хорошо, проблему мы обрисовали. Но что с этим делать? К счастью, есть решение. И это не просто какие-то догадки, а целый набор инструментов, разработанный и подтвержденный наукой как раз для того, чтобы обходить эти ментальные ловушки. И вот тут, внимание, ключевая мысль. Решение не в том, чтобы заставить память работать идеально, это невозможно, а в том, чтобы научиться правильно извлекать то, что в ней есть. И главный инструмент для этого — методика когнитивного интервью, которую разработал психолог Рон Гайзельман еще в 1985 году. И у каждой из этих техник есть четкое научное обоснование. Восстановление контекста, просьба описать запахи, звуки, погоду, активирует в мозгу целые сети связанных воспоминаний. Рассказ в обратном порядке ломает заученный сценарий в голове и мешает что-то придумывать на ходу. А просьба сообщать вообще все, даже мелочи, помогает обойти внутренний фильтр, который отсеивает детали, кажущиеся нам неважными. И какой же от этого эффект? Стоит ли оно того? Посмотрите на эту цифру. В среднем когнитивное интервью позволяет получить на 34% больше правильных, точных деталей из памяти. Да, количество ошибок тоже немного растет, но это уже контролируемый побочный эффект, с которым можно работать через перепроверку фактов. Ну и напоследок, давайте разберем несколько очень живучих мифов о памяти. В них до сих пор верят очень многие, в том числе, к сожалению, и некоторые профессионалы. И вот, пожалуй, самый опасный миф из всех. Уверенность равна точности. Как же часто мы на это покупаемся? Свидетель может говорить абсолютно уверенно, но при этом кардинально ошибаться. Эмоциональная убежденность и фактическая точность — это, по сути, две разные, никак не связанные между собой вещи.
А вот и второй популярный миф, который мы часто видим в кино. В стрессовой ситуации человек все запоминает лучше. В реальности все ровно наоборот. В состоянии сильного стресса наш мозг, мягко говоря, работает хуже. Способность и запоминать, и вспоминать информацию резко падает. Детали плывут, а последовательность событий путается. И знаете, хоть мы и говорили в основном о разведке, все эти выводы можно применять абсолютно везде, в обычной жизни. По сути, это базовые правила эффективного общения. Умение правильно задавать вопросы и, что важнее, слушать, помогает получать более точную информацию в любой сфере, от работы до разговора с близкими. И в самом конце вопрос на подумать. Наша память постоянно, незаметно для нас, редактирует прошлое, чтобы оно лучше соответствовало нашему настоящему. Понимание этого простого факта — это первый шаг к тому, чтобы мыслить более критически. Не только по отношению к другим, но в первую очередь по отношению к самим себе.